вяжем веки, набираем цепочку из 7 воздушных петель. Значит, смотрите, все зависит от размера глаз. У меня глаза я взяла побольше, как вы заметили, да, я в начале видео показала одни глаза, а в итоге нашла другие глаза. Они у меня побольше немножко. Вот, они у меня 2 миллиметра. Вот, и поэтому для них я вот одно веко связала. Для этих глаз мне нужно набрать 7 воздушных петель, чтобы когда я вот так вот их буду веки эти пришивать, они как раз вот этот глазик как надо, мне вот сколько надо, получается, чуть больше половины закрывают они по краям глаза. Вот так вот. То есть не половинку глаза прикрывают, да, а чуть ниже. Вот, если у вас глазки поменьше, то вы набираете 6 воздушных петель. А если такие, как у меня, вот я нашла 20 миллиметров, то есть 2 сантиметра, то набирайте 7 воздушных петель. Цепочку 7 воздушных петель. Дальше, начиная со второй петли от крючка, мы провязываем прибавку, затем 1 столбик. Опять прибавка через раз. 1 столбик. Следующий прибавка. И 1 столбик в последний. Воздушная петля, поворот. И провяжем по 1 столбику в каждый столбик предыдущего ряда. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 9 столбиков у нас получилось. И делаем фиксирующую петелечку, ниточку отрезаем, чтобы хватило нам пришить. Такое вот веко должно получиться. Делаем таких 2. И все. Теперь прикладываем. Значит, прикладываем, опять повторяюсь, так, чтобы даже, может, если вы делали, ориентируйтесь вот именно на края беленькие, вот эти вот. Края нашего века должны пришиться именно вот здесь. А здесь, в общем, вот так вот располагается веко. Такой вот грустненький глазик, грустненький получается. Пришиваем, значит, веки. Значит, еще раз смотрите. Вот эти уголки век мы не ложим сюда, а располагаем их вот, ну, на расстоянии вот этого вот белого яблока края. И пришиваем, вот у нас получается, видите, да, куда ушел край. И здесь также уйдет в сторону край. Вот мы края пришьем, а потом вот эту часть пришьем сюда. То есть у нас как бы веко чуть-чуть будет больше глаза в ширину, но закрывает половину, ну больше, чуть больше половины закрывает. Можно так вот пришить. Можно чуть-чуть его вот тут вот прижать. Здесь прижать. Скорее всего, нет, не здесь, а здесь, наверное, прижать, а здесь уйти в сторону. Можно так сделать. Вот тут вот поближе к глазу, тут подальше от глаза. Вот, смотрите, сразу меняется глаз. В общем, веко пришивайте, как также располагайте. Если, на ваш взгляд, не устраивает так, как показываю я, положите по-разному, посмотрите, и в каком виде вам нравится, в таком виде и пришивайте. Вот пришила я веки. Так будут выглядеть у меня глазки. Голову оформлять мы закончили. Теперь приступаем к вязанию панциря. Будем вязать сначала передний панцирь. Набираем 11, цепочку из 11 воздушных петель. И начиная со второй петли от крючка вяжем. Во вторую петлю от крючка мы провяжем прибавку, то есть 2 столбика. И дальше по цепочке вяжем 8 столбиков
без накида. В последнюю петелечку мы вяжем 3 столбика. С противоположной стороны по цепочке вяжем 8 столбиков. И в последнюю петлю, где у нас была прибавка в начале, мы провяжем 1 столбик, это будет 3-й. И в ряду в этом у нас должно быть 22 столбика. Второй ряд. Делаем 2 прибавки подряд. Дальше по цепочке вяжем 8 столбиков. Затем мы делаем 3 прибавки подряд. Раз, два, 3. И также с противоположной стороны мы вяжем 8 столбиков. И в последнюю провязываем прибавку. И во втором ряду у нас 28 столбиков. Третий ряд. Мы вяжем 4 прибавки подряд. Три, 4. Дальше вяжем 8 столбиков. Далее 6 прибавок подряд. То есть над каждыми столбиками, где у нас были прибавки, мы вяжем еще прибавки. Шесть прибавок подряд, затем 8 столбиков. И делаем 2 прибавки подряд. Ой, ну да, 2 прибавки подряд у нас. В итоге у нас тоже с этой стороны 6 прибавок. В начале было 4 прибавки и в конце 2 прибавки. И в ряду у нас в третьем 40 столбиков. Теперь 4 и 5 ряд мы провяжем без изменений 40 столбиков. Провязали, немножечко так подровняйте, чтобы поровнее получилось. Плоский такой получился овал. 6-й ряд. Вяжем 6 столбиков. Затем делаем 2 прибавки подряд. Далее вяжем 8 столбиков. Провязали 8 столбиков. Делаем 2 прибавки подряд. Так, раз. Вторая прибавка. Далее опять вяжем 8 столбиков. Две прибавки подряд. Далее опять с другой стороны вяжем 8 столбиков. Две прибавки подряд. И 2 столбика у нас остается. Довязываем до конца ряда. И у нас что получается? Значит, в шестом ряду у нас 48 столбиков. То есть у нас по краям, здесь и здесь, тут и тут, по 2 прибавки подряд. Между прибавками, что здесь, что здесь, что здесь, что здесь,
8 столбиков. 7 ряд. Так, значит, вяжем прибавку, затем 4 столбика, далее 5 прибавок подряд. Раз, два, три, 4, 5. Дальше вяжем 10 столбиков. Дальше 5 прибавок подряд. Затем 4 столбика. Дальше опять 5 прибавок подряд. Дальше вяжем 10 столбиков. И 4 прибавки подряд. Первая прибавка у нас была в начале, итого 5 прибавок. У нас получается, что здесь 5 прибавок, тут 5 прибавок, между прибавками 4 столбика, что здесь, 5 прибавок, 4 столбика между ними. Тут и тут у нас по 10 столбиков. В 7 ряду 68 столбиков. Теперь 8, 9 и 10 ряд, 3 ряда мы вяжем без изменений 68 столбиков. Так, провязали 3 ряда. Теперь перед тем, как отрезать ниточку, мы отмеряем, так вот обворачивая по краю, ну где-то 3 раза можно, чуть больше. Это мы будем оставляем ниточку для пришивания. И все, вытягиваем. Вот такой вот панцирь у нас получился. Это будет спереди. Теперь начинаем вязать задний панцирь. Набираем цепочку из 11 воздушных петель. И начиная со второй петли от крючка, мы вяжем по цепочке 9 столбиков без накида. В последнюю петлю мы провязываем 3 столбика. Далее с противоположной стороны вяжем 8 столбиков. И в последнюю петлю вяжем прибавку. И в этом ряду у нас 22 столбика. Второй ряд. Прибавка. Далее вяжем 8 столбиков. Затем 3 прибавки подряд. Далее 8 столбиков. И в конце 2 прибавки подряд. Начинается этот панцирь так же, как предыдущий, просто я этот раз начала немножко по-другому, но принцип один и тот же. Значит, во втором ряду у нас 28 столбиков. Третий ряд, 2 прибавки подряд. Затем 8 столбиков.
Дальше 6 прибавок подряд. Затем вяжем 8 столбиков и 4 прибавки подряд в конце у нас. 2, 3, 4. И в третьем ряду у нас 40 столбиков. Теперь 4 и 5 ряд мы вяжем без изменений 40 столбиков. Провязали 2 ряда без изменений, и вот эти вот края немножечко растягиваем, чтобы получился плоский вид. Нам пока нужен плоский вид. Следующий ряд, 6. Вяжем 2 столбика. Затем 2 прибавки подряд. Далее вяжем 8 столбиков. Провязали. Далее опять 2 прибавки подряд. Затем 8 столбиков. 2 прибавки подряд. Далее опять 8 столбиков. Затем 2 прибавки подряд. И 6 столбиков у нас до конца ряда. Довязываем. И в ряду у нас получилось 48 столбиков. 7 ряд. 5 прибавок подряд. 5 прибавок подряд. Так. Раз. 2. 3. 4. 5. Провязали 5 прибавок подряд, 10 столбиков вяжем. Затем вяжем опять 5 прибавок подряд. Далее 4 столбика. Дальше опять 5 прибавок подряд. Затем 10 столбиков. Далее 5 прибавок подряд и 4 столбика у нас остается до конца ряда. Провязали. В ряду у нас 68 столбиков. Теперь 8, 9 и 10 ряд вяжем без изменений 68 столбиков. Это у нас 3 ряда. Вот, провязали. Вот такой у нас панцирь был. Мы вязали с вами для переда. Дальше у нас 11 ряд. Мы продолжаем вязать. Теперь 3 столбика и прибавка мы повторим 17 раз. И у нас будет в ряду 85 столбиков. Значит, 3 столбика и прибавка вяжем до конца ряда. 17 раз должно быть. Дальше с 12 по 21 ряд, то есть 10 рядов, мы вяжем без изменений 85 столбиков. Дальше 22 ряд. Вяжем столбик и прибавка до конца ряда. Повторение у нас должно быть 42
42 повторения, столбики и прибавка. И в конце у нас остается один столбик, который мы провязываем. И в 22 ряду у нас должно получиться 127 столбиков. Последний столбик и прибавка. И один столбик у нас остается, который мы провязываем. Последний. Теперь 23 ряд мы провяжем без изменений. И на этом панцирь наш готов. Отрезаем хвостик подлиннее. Вот так вот берем, обматываем раза 3, я думаю, чтобы хватило. Лучше пусть лишнее останется, чем. Вот. Все, панцирь готов. Такой вот, как шляпа. Теперь можно собирать нашу черепашку. Для начала пришьем панцирь. Значит, передний панцирь, он одинаковый с двух сторон, поэтому, значит, смотрите, можно приложить голову, вот, голову приложить и посмотреть, где-то как будет лучше выглядеть. Я думаю, отсчитать 4 ряда, вот 1, 2, 3, 4, и вот приложить так вот верхнюю часть, а дальше уже как ляжет. И желательно, чтобы вот эти наши края были ровные, вы не ориентируйтесь на серединку, так как из-за спирали она у нас немножечко как бы уходит в сторону, поэтому прикладывайте, чтобы вот эти части ровненько ложились пока, прикалывайте, фиксируйте и пришивайте. Здесь в переднюю часть панциря мы ничего не ложим, синтепон не нужно, просто ровненько так разложили и пришили. Теперь пришиваем заднюю часть панциря. Значит, прикладываем так, чтобы вот можно пришивать будем мы за вот этот ряд, где у нас, ну, получается, вот первый, второй, да? Между вторым и третьим рядом за эти ножки будем пришивать. И поэтому расстояние вот в том месте, где вы будете пришивать, отсчитайте примерное расстояние, чтобы было что здесь одинаковое. Вот. Приколите, посчитайте, распределите. Вот. И пришивать будем здесь уже за второй ряд. Где-то. Так, 1, 2. Между вторым и третьим рядом будем пришивать. Наверное, между третьим и четвертым, скорее всего, чтобы голова у нас была, ну, как бы не упиралась сильно. Вот. Скорее всего, так и сделаем, да. Значит, 1, 2, 3. Вот между вторым и третьим рядом здесь у нас верхняя часть расположится. Вот. Пришивать будем именно вот эту часть, да, между вторым и третьим у нас на панцире, между третьим и четвертым это на теле. Так, за ножки будем цепляться. Вот, и здесь мы просто распределяем, прикалываем, чтобы ровненько было, иголочками. И все, и пришиваем. Этот панцирь мы будем наполнять синтепоном. Можно пришить, оставить примерно такое вот расстояние недошитое, заполнить синтепоном и дошить до конца. Забыла сказать, иголочку, ниточку нам надо переместить вот в этот ряд между вторым и третьим. Просто вот так вот по столбикам перемещаем. Вот, и чтобы не натягивалась верхушка, вот, мы здесь лучше ее зафиксируем
с изнаночной стороны. На один узелочек. И все, и тогда можно спокойно пришивать, она не будет стягивать край. Вот все, переместили ниточку, ну теперь пришиваем. Вот, пришили панцирь, потом мы его украсим полосочками. Значит, я предлагаю сначала пришить руки, потому что удобнее будет, пока голову не пришили, удобнее будет. Значит, располагаем между двумя панцирями руку. И на расстоянии 2 ряда, отсчитываем сверху, между вторым и третьим будем пришивать руки. Вот с одной и с другой стороны. Ну вот руки пришиты. Теперь пришиваем голову. Я буду пришивать голову не ровно, чтобы она смотрела, да, а как будто немного опущена. Вот. Намечаем иголочками, фиксируем. Вот. Получается, что я, наверное, вот под губой, которую я сделала губу, вот отсчитываю 1, 2, между вторым и третьим рядом буду здесь пришивать с этой стороны спереди, а дальше уже как оно будет ложиться по кругу. Вот. Напоследок оставляем немножко пространства, заполняем синтепоном, не хватает еще количества синтепона, и дошиваем до конца. Итак, перед тем как притягивать будем ножки, я предлагаю сначала вышить, имитировать шнурки на ботиночках. Я беру ниточку мулине, она у меня в 6 ниток, толщина такая, 6 ниточек. Тут уже, я думаю, без разницы, какая толщина у вас мулине будет, в 6 или в 5, она не так сильно будет особо заметна. Итак, делаю узелочек на конце и будем имитировать шнурки. Значит, берем значит, вот серединка наша. 1, 2 от серединки. Вот этот вот. Это серединка, да? Вот. 1, 2 сюда. 1, 2 сюда. Вот. И либо, так как у нас тут все по спирали, немножко будет неудобно выровнять. Ну вот смотрите, значит, вот будем считать, что вот это вот серединка. Вот 1, 2 с этой стороны. Вот серединка, 1, 2 с этой стороны. Вот на таком вот расстоянии у нас будут располагаться шнурки. И поэтому я вот здесь, наверное, начну. В том месте, где начинается заворот и меняется ряд. Вот, визуально. Вот. Вывожу сюда между столбиками, конечно, чтобы ниточка спряталась. Вот вывела сюда и ровненько расположила ее здесь. Вот. Теперь примерно будем смотреть, что можно сделать. Значит, 1, 2, вот 2, наверное, 2 столбика мы пропустим и между вторым и третьим столбиком выводим ниточку. Так как у нас здесь будет скрещиваться, то есть не вот сюда скрещиваться будет, а сюда. Сразу считаем. Значит, 1, 2. Это у нас следующая нитка будет. Значит, 3, 4. 3, 4 выводим сюда. Затем тут 1, 2. Пропускаю. И обратно 1, 2. Вот тоже крест-накрест получается. Дальше 1, 2 сюда. Я думаю, вы справитесь. 1, 2, 3, 4. Как раз вот подножку сюда получилось. И 1, 2 подножку сюда. Вот так. Вот. И я выведу к этой ниточке сюда же, чтобы сделать
узелочек. Ну, вот я как-то так сымитировала шнурочек. Вы, может, придумайте по-другому. Но это так предлагают вроде на рисунке. Вот. Так вот спрятали. Узелочек туда спрятался. И все. Ой, сильно натянула. То же самое делаем со вторым ботинком, а потом будем притягивать. Также можно, я предлагаю эти ниточки обработать клеем для ткани, чтобы они не расходились. Если вы решили сделать, если у вас есть тоненькая пряжа, ну, одинарная, да, вы можете сделать то же самое. Если мулине, она расходится, и лучше склеить эти ниточки. Но это сделаем потом. Можно сделать. Теперь берем вот, располагаем ножки между, опять же, между вот этими частями на расстоянии. Высота ножки, давайте я вам сейчас скажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Вот верхняя часть ножки, значит, 20 ряд, где заканчивается верхняя часть ножки. Вот. Это мы определили, где у нас располагаться будет ножка. Берем ниточку этого цвета. Я беру в 2 сложения. Если у вас есть нитка мулине, то можете ее взять. 2 сложения, чтобы было более прочнее. Итак, берем пуговичку. Располагаем ее. Давайте я вам скажу, на каком расстоянии. Вот кружочек, который мы стянули, 6 столбиков, да, считаем от него 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот. На расстоянии с высоты 6 рядов располагаем пуговичку. И, значит, у меня тут, конечно, 4 дырочки. Значит, я ввела сначала в пуговицу. Вот, в пуговичку. Теперь, так как у меня 4 дырочки, мне, конечно, надо было бы, чтобы было 2, я сделаю крест-накрест. Значит, смотрите. Примерно смотрю я. 3, 4, 5, 6. Вот. Посерединке вот этой части, боковой части, ввожу иголочку, нахожу средний, где-то вот тут, да? Вот здесь, скорее всего. Вот, ввела и вывожу параллельно, чтобы вышло с этой стороны. На этом же ряду посередине нахожу на глаз, вот, где-то тут вот у меня серединка получается, в этом же ряду. Вывела. Здесь остается хвостик. Теперь прикладываем нашу ножку, как я сказала, высота какого, на каком ряду, и ориентируемся. Этот ряд находим, где у нас вышла ниточка, да, и вводим сюда. Итак, вот смотрите, да, вот приложили, на какой высоте ножка, вот так вот в сторону ввели, и посмотрели, на каком ряду, с каким рядом соприкасается та часть, где у нас вышла ниточка, тот ряд. И вводим туда, между столбиками, главное. И теперь мне придется, конечно, в несколько этапов вывести, так как иголочка короткая. Вывожу. Опять же, повторюсь, может быть, я об этом говорила, не помню. Так как у нас
ряды спиральные, у нас здесь может быть выше, этот ряд тут может быть ниже, либо наоборот. Сориентируйтесь, то может придется тут не в этом же ряду вкалывать иголочку, выводить вернее, а либо выше, либо ниже. Просто сориентируйтесь на глаз, чтобы ровненько вышла иголочка здесь где-то посередине. Вот, вывели. У меня получилось так, что переход, круг у меня начинается, новый ряд начинается здесь внизу, и получается, что вот у меня одинаково ряды начинаются здесь, здесь, то есть не больше, не меньше, поэтому у меня получилось, что я в этот же ряд вывела. Вот, вывели. Теперь берем вторую ножку и уже ориентируемся по этой ножке. Сколько у нас с этой стороны рядов получилось, так как спирально немножечко может быть меняться количество рядов с этой стороны. В общем, смотрите, откуда вывели, также находите здесь серединку и вводим иголочку сюда, с этой стороны, тоже между столбиками, главное. Вот я нашла этот ряд и ровненько вывожу с этой стороны в этот же ряд. Может быть, на ряд ниже придется, так как спираль. Вот, вывела. Сюда беру пуговичку. Я буду, естественно, делать так, чтобы у меня одинаково пуговички легли. Пуговичку. И я вот так вот крест-накрест сделаю. И теперь главное аккуратно в те же дырочки между столбиками, откуда ниточки вывели, мы должны выводить в обратном направлении сюда, сюда и вывести сюда, в эту же ниточку, в эту же дырочку, откуда ввели ниточку. Главное не попасть в нитки, чтобы потом, когда мы стягивали, нам эти ниточки нигде не препятствовали. Ну вот, все, я вывела ниточку сюда. Теперь я буду стягивать аккуратно, натягивая и связывая, притягивая ножки. Сильно не притягивайте, притяните так, чтобы буквально вот так чуть-чуть они притянулись. Сильно не стягивайте. Так, теперь будем украшать панцирь. Значит, смотрите, находим серединку, где у нас были воздушная петля, цепочка. Вот она провязана с этой стороны и с этой стороны. Значит, от нее отсчитываем. Раз, два, помечаем булавочкой. Затем от нее отсчитываем раз, два, три, 4 ряда, помечаем булавочкой между рядами. Затем отсчитываем 7 рядов, помещаем между рядами, между 7 и 8 получается. Отсчитываем еще 7 рядов и получается вот тот ряд, который мы пришивали, там располагаем булавочку. Для чего это надо? Чтобы мы не потеряли ряды. Значит, что мы делаем? Я взяла ниточку мулине. Если у вас есть такой цвет, но темнее, где-то в 2, наверное, оттенка темнее, 2, может быть, 3 оттенка темнее, то возьмите этот же, оттенок из этой серии, который вы сделали панцирь. У меня нет, поэтому я взяла вот такой вот черный цвет. К сожалению, нету другого. Вот, взяла ниточку мулине, отрезала, сделала узелок. Теперь веду сюда иголочку. Теперь смотрите, нам надо, конечно, это будет такая кропотливая немножко работа. Вот, значит, что нам надо делать? Нам надо каждый столбик прошить, можно так сказать, между столбиками, по ножкам пройтись. Значит, вот вывела здесь, я ввожу следующее пространство между столбиками. Тут у меня прибавка, получается вот такое большое пространство. Вот, вывожу сюда. Здесь остается одно пространство. Столбик вот здесь остается, я его пропускаю, чтобы потом выглядело не так
так сказать, маленькие такие вот, чтобы не были. Получается, мы по 2 этих, 2 ножки обхватываем. Опять 1, 2 пропустила я, ввела. И сюда же вот. Прошиваем, получается, мы между столбиками. Так мы прошьем здесь, дойдем здесь, так у нас переход, аккуратно перейдем сюда. Затем снизу пропустим, выведем сюда, пройдемся. И так мы сделаем такие сначала полосочки по кругу, юбочки такие сначала пройдемся, а потом перемычки сделаем. Значит, вот что должно у нас получиться с вами. Такие вот полоски. Я теперь расположила на втором ряду 7 булавочек на одинаковом примерно расстоянии. Я не считала, только на глаз так расположила. Вот так вот получилось. Теперь, смотрите, значит, у нас будут вот такие вот полоски идти. Значит, здесь у нас, например, вот так полосочка, здесь, и вот у нас, где вот булавки, это у меня будут располагаться полоски вот эти вот. А в этом ряду полоска будет между полосочками, то есть в шахматном порядке будем располагать полоски. Соответственно, нижняя часть вот этой вот полосочки будут располагаться параллельно вот этим верхним полосочкам здесь. Поэтому я начну снизу, вот, расположила, вывела ниточку примерно здесь, можно еще переместить сюда. Вот. И вот так вот. Можно сразу идти сюда, потом под низом в шахматном порядке перевести, потом сюда. Ну, в общем, смотрите, как вам удобно. Либо сразу сначала низ обработаете полосочки, потом поверху, как хотите. Вот. Я не знаю, я, наверное, сначала низ обработаю, потом поверху. Значит, смотрите, делаем так. Вот. Будет такая вот одна полоска. Так, выведу, наверное, сюда лучше еще. Вот. Вниз ровно. Выводим параллельно вот сюда где-то. И так по кругу. Ну вот, вышила я полосочки. Точно так же, как здесь мы с вами обрабатывали. Только тут я брала 2 столбика, да, провязывала вместе. То здесь я взяла побольше, 3 сразу. Ну, можно и 2. Может быть, более аккуратней вид. Ну, в общем, так вот у меня получилось. Такие получились полоски. Вот, в принципе, и все. Черепашка готова. Такая вот она у нас получилась. С таким панцирем сзади. Размер черепашки сейчас я вам скажу. Значит, 32 сантиметра получилась длина этой черепашки. Я связала еще и ему или ей такую вот шляпу. Можно одеть в ремешочки. Уже такой вот получается интересный экземпляр черепахи. В общем, схемку на шляпу я оставлю в описании под видео. Я не стала ее вязать на камеру. В общем, в принципе, и все. Вяжите с удовольствием. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Спасибо большое автору идеи такой вот игрушки. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.